Всем привет! Уже давно превратившаяся в банальность возмутительная дороговизна новых китайских легковушек в России стала следствием беззубой экономической политики российских властей и цинизма бизнесменов из Поднебесной. За последний квартал доллар подорожал по отношению к рублю как минимум на 22%. За ним потянулись и цены на новые китайские машины. Мол, объективная причина же – экономика, курс и все такое. Но при ближайшем рассмотрении ситуации она представляется не столь однозначной. Дело в том, что китайцы не дураки. Российский авторынок позволяет сейчас зарабатывать на продаже каждой машины столько, сколько не снилось автодилеру в Китае. Для этого им достаточно просто тщательно поддерживать старую традицию – заключать договоры с российскими контрагентами в долларах. Взаиморасчеты потом можно вести хоть в Афгане или тугриках. Хотя сейчас это чаще всего происходит в юанях. Но главное, чтобы были доллары в тексте контракта. Сейчас объясню почему. Умные люди еще весной-летом прошлого года понимали, что на чудесах с курсом доллара можно будет поднимать серьезные деньги. Взлет рубля до уровня 60 за доллар продлился недолго. С ним активно боролся российский Центробанк, а также импортеры товаров в Россию. Они старательно налаживали новые пути поставок всевозможной продукции в нашу страну и к текущему моменту фактически восстановили объемы, имевшие место в начале прошлого года. То есть наши теперь закупают за рубежом на примерно те же, что и раньше суммы в иностранной валюте и даже чуть больше. А приток в Россию этой самой валюты катастрофически упал из-за падения экспортных цен на наши энергоносители. Вот курс доллара в последнее время и вырос, на радость российским охранителям бюджета. А еще в плюсе оказались импортеры китайских машин. В рублях они зарабатывают теперь гораздо больше. Помните про падение курса рубля к доллару с начала года на 22%? А между тем курс юаня к доллару за тот же период существенно не изменился. Поэтому при расчетах с китайцами мы фактически платим теперь им намного больше рублей и больше юаней, в соответствии с прописанной в контрактах привязкой к доллару. Но поскольку юани к доллару фактически не подешевели, у китайцев теперь образуется сверхприбыль от торговли машинами в России. А вообще на сегодняшний день лучше всего привезти себе автомобиль напрямую из Китая, а не брать у дилеров по заоблачной цене. Я предпочитаю доверять в этом вопросе компании Antares Auto. Друзья, всем большой привет! Меня зовут Максим, и я представляю компанию Antares Auto. Мы занимаемся импортом автомобилей из Японии и Кореи уже более 10 лет. И мы уже съездили в Китай. Вы можете посмотреть нашу небольшую командировку на YouTube-канале. Все ссылки будут в описании. Там мы приобрели автомобиль для себя, чтобы всю цепочку логистическую прощупать и показать ее вам. Заказы уже идут, люди покупают. Однозначно выгоднее брать автомобили напрямую из Китая. Мы отправляем их из Китая по всей России. Сотрудничая с нашей компанией, вы можете быть на 100% уверены в прозрачности сделки, так как все этапы платежей прописываются в нашем договоре. Также мы заранее указываем все расходы, которые приходятся на автомобили, в том числе пошлина, расходы по брокеру и так далее. Так что, ребят, смело заказывайте автомобили хоть из Кореи, хоть из Японии, хоть из Китая. У нас уже тысячи довольных клиентов, и вы можете стать одним из них. Все подробности вы найдете на сайте и YouTube-канале компании Antares Auto, ссылки в описании. Российский рынок для китайских производителей крайне ценен еще и потому, что сейчас у них наблюдается чудовищное перепроизводство автомобилей. Порядка нескольких миллионов новеньких машин они просто не знают, куда деть. Местные дилеры ведут в Китае жесточайшую ценовую войну, из-за которой розничные цены на десятки моделей упали в 1,5-2 раза. На фоне такого почти минимального заработка на внутреннем рынке, бешеная маржа от торговли в России выглядит для них просто праздником жизни и успеха. Надбавки в 200% для нашего рынка – это норма, за которую в Китае просто расстреляют. Подобный стиль экономического общения с китайцами, да и не только с ними, сохранится до тех пор, пока власти России будут держаться за расчеты в долларах, за экспорт отечественной нефти, газа и прочих товаров. У нас даже президент до сих пор озвучивает в выступлениях цифры в долларах. А что мы тогда хотим от перекупов? Это удобно для наполнения бюджета.
обвалили рубль по отношению к доллару, немедленно получили на бумаге дополнительную рублевую прибавку от продажи экспортерами валютной выручки. Но реальной экономике от этого не легче. А чтобы, например, цены на авто не ползли вверх вслед за долларовым курсом, достаточно одного постановления правительства, которое запрещало бы компаниям, не связанным с международной торговлей российским сырьем, даже упоминать в экспорто-импортных контрактах доллары или евро. Допустим, с 1 января следующего года. Да, поначалу во внешней торговле случится небольшой ужас-ужас, примерно как весной прошлого года. Но далее все быстренько наладится, бизнес приспособится и перестроится. После этого курс ставшего теперь для нас токсичного доллара перестанет быть для китайских автобрендов лазейкой для получения сверхприбылей на нашем рынке. А теперь объясните, как в эту схему укладываются цены на наши «Жигули». Ведь не только китайские ведра продают по спекулятивным ценам. И не устану повторять правду жизни. Пока дураки покупают, умные будут продавать. Вот и весь расклад. А как считаете вы, мы можем отказаться от доллара? Пишите в комментариях.